Всем большой привет, ребята! С вами Аня, Юра. И сегодня мы вам расскажем о том, как нам в Польше в целом. Мы уже здесь больше года живем, да, Юра? В городе Вроцлаве. В целом нам все нравится, но есть, конечно же, свои особенности и минусы. И сегодня мы с вами вот это все обсудим. Let's go! Let's go! Что смотришь? Там камера. Есть еще такая маленькая вещь, это, конечно же, дисклеймер, что это опыт только наш с Юрой, и он, конечно, может отличаться от вашего опыта, это нормально, поэтому пишите обязательно в комментариях, с чем вы согласны, с чем нет, а мы начинаем. В целом, я бы сказала, что здесь уровень жизни лучше, в Польше он выше, чем в Беларуси. Первая тема, которую я хотел бы подсветить, это транспорт. Начнем с общественного транспорта. Здесь он на порядок лучше, чем в Беларуси. Да, в целом мы будем сравнивать в основном жизнь в Польше с жизнью в Беларуси и совсем немножко сравнивать с остальными странами, где мы уже успели побывать в Европе. Транспорт в Европе в целом очень хороший, обновленный. Мы живем в городе Вроцлав, здесь есть автобусы и трамваи, также есть поезда и несколько станций поездов есть внутри города, и можно с одной точки города до другой тоже доехать на поезде. Автобусы и трамваи здесь современные, оборудованные кондиционерами, комфортные места, свеженькие, чистенькие, ходят почти всегда по расписанию, ходят часто, очень удобно, можно добираться в любую точку города. Также у трамвая отдельная линия, поэтому он объезжает пробки, что очень актуально в нашем городе. Также хочется добавить, что здесь очень хорошо цифровизована эта составляющая оплаты транспорта. Можно покупать билеты внутри, оплачивать карточкой, оплачивать Apple Pay. Можно покупать бумажные талончики, можно оплачивать в приложении телефоном. Это очень удобно. В приложении можно сразу построить маршрут, и он сразу предложит варианты, как туда добраться, на каком транспорте, с вариантами пересадок. Як-дояды. Приложение Як-дояды. Приложение бесплатное. В приложении можно сразу же и оплатить, и сразу выберет вариант билета, который подойдет. Есть несколько вариантов. В целом вы все это уже знаете. Про поезда. Актуально как никогда. Поезда актуально. Мы живем прямо около поезда, где тут поезд ходит, около этих рельсов. Да. Есть нюансы. Есть нюансы. Но, кстати, я не сказала бы, что здесь прям все ходит по расписанию. У меня постоянно мои автобусы или трамваи часто очень опаздывают. Часто. Прям Да, на 3 да, минуты, бывает. на 5. Бывает, да. И очень Поэтому удобно, что... я бы не сказала бы, что это прям огромный плюс, но вещь очень классная, что ты прям видишь в этом приложении, опаздывает ли автобус твой, или он просто, уже ушел. Да, это удобная вещь. Да, это очень удобно. Про поезда тоже хочется добавить, что тоже есть приложение, в котором можно построить маршрут со станции до станции, можно купить билет сразу в приложении и сразу уже садясь в поезд, проводник подходит и сканирует QR-код из приложения. Тоже очень быстро, просто, удобно. Поезда ходят очень хорошо, поезда тоже современные. Поезда я люблю. Я бы не сказала бы, что они ходят хорошо. У них есть, опять же. Да, у них есть туалет, в который можно всегда сходить бесплатно. В некоторых поездах есть вагоны-рестораны, где можно заказать чай, кофе, перекусить, можно даже пиво заказать. Поезда все сидячие, это, конечно же, не очень комфортно, особенно когда любишь в дороге отдохнуть. В Беларуси с этим было круче, были плацкарты и купе. Здесь же такого нет, здесь поезда только сидячие. Ну, сиденья тоже достаточно комфортные, большие. Но все же лежать удобнее, чем ехать, сидя. Мне кажется, ты не сказал, что это за приложение.
Да, приложение для оплаты поездов поезда. называется Kaleo, и сайт Вот. тоже называется Kaleo. Вообще в Польше очень круто развита цифровизация, детализация всего и вся. У любого сервиса, услуги есть свой сайт или свое приложение, любого магазина, и даже у госструктур есть свои приложения, что очень даже удобно. Сейчас обсудим тему жилья, самую, думаю, актуальную для многих. Цены здесь и на аренду, и на покупку выше прям значительно, чем в Беларуси. Но мне кажется, что здесь намного лучше качество жилья. Здесь просто шикарные новостройки с просто шикарнейшим, опять же, обустройством. Здесь есть зелень, есть очень классные здесь террасы. Все прям сделано для людей, я бы сказала. Обычно новостройки, ну, они, получается, не высокоэтажные, и я думаю, что это плюс тоже. И еще такая, кстати, отличительная вещь поляков, что они просто обожают балконы. И вот мы сейчас, кстати, на балконе тоже. И здесь они у них не застекленные. И, соответственно, здесь они не хранят хлам, как обычно это у нас делается, да, Юра? Вот, они здесь обычно тут чай пьют, общаются, и это очень классная фишка. Да, жилье здесь в основном современное. Конечно, есть и старые квартиры, они будут дешевле, но не намного дешевле, чем новые, а так в целом полно новых настроено новых апартаментов, новых домов с хорошей инфраструктурой, с красивыми дворами, Да. с ухоженными тротуарчиками, улочками, Отдельными парковками. подземными парковками. Очень даже уютно, Да, комфортно. а лифты прям даже очень тоже классные, все так сделано прям вот, я не знаю, по каким-то супер таким стильным технологиям, так скажем. У нас, конечно, особо не делают таких домов. В целом квартиры здесь евротипа, что неудивительно, мы в Европе, где кухня совмещена с какой-либо комнатой, с гостиной в основном. Это сделано для экономии пространства. Квартиры здесь в целом небольшие. Нам сейчас Да, повезло, у нас квартира двухкомнатная с отдельными двумя комнатами. Кухня Якобы частично отдельный. соединена с коридором и отделена шкафом. Рум-тур вот здесь оставлю В целом ссылочку. очень комфортно. Комфортнее, чем евро-двушка, когда зал и кухня вместе. Это неудобно. Для меня, я думаю, было бы еще классно иметь отдельный туалет и отдельную ванную комнату. Ну и, конечно, кухню отдельную. Не знаю, для меня это намного удобнее. И, ну, это, в принципе, то, к чему мы с тобой привыкли. Да, Правда. да, безусловно. Что касается цен на продукты, здесь цены в целом ниже, но есть некоторые товары дороже, чем в Беларуси. Вот яйца, да, Юра? Да, яйца. Что еще сказать здесь можно? Ассортимент очень разнообразный. Есть прям там для веганов, безглютеновые всякие товары, хамоны там и все вот эти деликатесы. Цены здесь на них очень даже доступные. Да, это классно. Продуктов очень много, большое разнообразие различных видов, различного чего угодно. Есть много продуктов для веганов, есть безглютеновые, Это да, да. есть безлактозная, молочка. Да, кстати, безусловно. Есть на любой вкус. Да, яйца немножко дороже, в целом продукты дешевле, либо же такие же цены, как в Беларуси. А еще эти продукты можно заказать в доставке Доставки, да. при Это подписке плюсик. на сервис. Доставка будет бесплатная, что очень даже удобно. Что можно те же самые продукты, не нужно идти в магазин, а просто ты заказываешь, доставка бесплатная. И это очень удобно и комфортно, экономит время, а время — ценный ресурс нашей жизни. Сейчас обсудим одежду, бренды. Здесь очень много есть разных брендов, очень много разнообразных, не знаю, там вещей, техники, одежды и все в этом духе.
И что еще тут можно сказать? Можно сказать, что здесь есть все эти бренды, Да, есть и бренды. есть из чего выбрать, есть вещи на любой вкус, не только одежда, также и техника, и строительные материалы, и автомобильные Да. материалы. Есть все, потому что страна открыта, страна дружит с Открыты остальным границы, миром, да. открыты границы, и есть выбор, есть из всего разнообразия, все разнообразие присутствует, вот, что очень тоже удобно, очень приятно, комфортно. Можно посмотреть, походить. Также есть приложение, тоже можно и в приложении, и на сайте, можно заказать, можно доставить. Доставки здесь это просто все, особенно Доставлять Allegro. можно со всего мира. Allegro. Все, что хочешь, можно. И да. Также товары, техника дешевле, чем в Беларуси. Когда мы только приехали, и злотый скаканул, а рубль тогда был приемлемый, то цены... Разница была в 2 раза на технику. Я открывал польский Allegro и белорусский онлайнер, и цены были... Цифра одинаковая, однако тогда рубль стоил белорусский 2 рубля, 2,5, а злотый стоил 5. Получалось, что цена ровно в 2 раза отличалась. Это было классно. Сейчас рубль вырос, а злотый укрепился. Вернее, рубль упал по отношению к доллару, стал стоить дороже, а злотый, наоборот, укрепился, и поэтому цены почти сравнялись по отношению к доллару, поэтому теперь не так выгодно уже везти товары из Польши в Беларусь, но все равно выгодно. Но не так выгодно, как раньше. Так, обсудим, думаю, сейчас доставки. Allegro, почкоматы, Инпост, что там еще есть? Всякие, все вот эти очень классные сервисы. В Польше ты можешь, не выходя из дома, себе много всего заказывать. Главное иметь, конечно же, на это финансы. Есть вещь под наименованием почкомат. Это аппараты. Они стоят обычно около домов многих. И ты можешь свой товар показать именно вот в этот почкомат и уже его забрать в удобное время для тебя. Что мы еще добавить? Да, доставки очень круто развиты в Польше. Это отдельная тема, это просто любовь. Да, Есть... особенно Юрина любовь. Да, ну, очень удобно. Опять же, экономит время. И время не только на то, чтобы пойти в магазин, а время на то, чтобы еще по нему ходить, выбирать и прочее. И ты иногда не знаешь, есть ли в магазине вещь, которая тебе надо или нет. А так, если тебе что-то понадобилось, ты в интернете вбил на сайте. Сайт самый популярный — это Allegro. На нем можно заказать все, что угодно. Технику, одежду, какие-то бытовые принадлежности. Доставка тоже по подписке. У меня подписка на год стоит, по-моему, $10 на год. И доставки от $10 бесплатно на товары. Это очень удобно. Существует, да, 3 вида почкоматов. Это Allegro почкомат, Инпост, это сервис по доставкам в Польше, и Орлен Пачка, это почкомат на заправках Орлен. Также есть и курьерские доставки различные, Ну, которые да, даже тоже удобнее. Бесплатные, да. Даже удобнее Да, бывает. это вот первый год мы, когда жили на прошлой квартире, мы заказывали в основном в почкомат, потому что не знаешь, когда они придут. То есть в течение дня может прийти доставка, а ты можешь быть в это время в магазине или быть где-то на прогулке, или ты просто не хочешь ждать дома, и твой товар доставит почкомат, и ты можешь забрать его в течение 2 суток. Ну да. А сейчас здесь у нас почкомата рядом нету, прям возле дома, поэтому удобнее заказывать курьерскую доставку. К тому же я работаю из дома, и удобнее дождаться курьера. Обычно они привозят с утра. Ему стало даже еще проще, еще удобнее. Также доставки есть еды, и доставки есть различных блюд. Допустим, из ресторанов, из кафе можно заказать пиццу, но это вы и так знаете. Можно заказать из Мака, из KFC, из Бургер Кинга, можно из ресторана. Также можно заказать шаурму, можно заказать все, что угодно. Все, что хотите, могут привезти вам домой. Сейчас, я думаю, необходимо обсудить путешествия. Конечно же, Польша — это страна Евросоюза, и это здорово очень. Из Польши можно улететь просто куда угодно,
даже на Мадейру цены на билеты на самолет есть невысокие очень даже, особенно лоукосты Ryanair или Wizz Air. В целом, основной плюс это открытие границ в Европе Ну да. и возможность улететь куда угодно Куда и угодно. поехать. Границы открыты, на машине путешествовать очень тоже комфортно, хотя я понял, что дешевле все жить на самолете, можно и дальше улететь, и быстрее, и проще, и дешевле. Также вообще в самой Польше и в Европе в целом очень красивая природа, есть что посмотреть. Опять же, благодаря открытым границам можно посмотреть и все хайповые места, которых только раньше мог смотреть видосики или картинки в интернете. Теперь можно увидеть их вживую. Есть Видосики доступность, Птушкина. да, и к морям, и к океанам, и к горам, Здесь сам еще полям, необходимо еще сказать, что что угодно. в Польше отлично развит внутренний туризм. В Польше есть горы, Татры, я думаю, что вы все знаете. Есть, конечно же, море Балтийское, Гданьск, там Сопот, Гдыня. Поэтому в Польше есть любые развлечения на ваш вкус. Дальше идем по плюсам Польши. Это мероприятия и разные развлечения. Потому что, опять же, Польша страна Евросоюза. Здесь есть разные крутые мероприятия, концерты, звезды просто мирового масштаба, Бейонс и там, кто еще был сейчас? Пинк, Эдди Гага, думаю, здесь была, и все вот эти звезды, на которых мы смотрели с телека и думали: вау, вот это да. И здесь они все есть, здесь есть их концерты, есть стендапы, есть всякие еще интересные тусы, и все здесь есть в Польше, особенно, конечно же, в Варшаве. Так, я не знаю, еще что скажешь, может там какие-то гонки скажешь. Ну еще фестивали, есть тоже разные, там, не знаю, и итальянской кухни, там, азиатской кухни, дрифты, да, это Юрия. Вот. Еще, к слову, есть здесь очень много в Польше ивентов для нас, для белорусов. Поэтому здесь, конечно, жить для нас, белорусов, очень даже комфортно. Хорошо, следующее, про что я бы хотел сказать, это про инфраструктуру в целом. Города Польши очень хорошо развиты. Здесь хорошо развиты дорожные движения. Также велодвижение. Здесь конструктивно выделены велосипедные дорожки практически на всех улицах. Для них есть в центре, для них отдельные полосы вместе с машинами, что у меня вызывает стресс и страх. На велосипеде я здесь ни разу не ездил, и пока еще нет желания. На машине, когда ездил, было стрёмно с велосипедами вместе. Непонятно, как они поедут. Страшно было их задеть. Но для меня все хорошо. Велосипеды ездят очень быстро, велосипеды ездят, нагло. Их прям очень много. Их прям очень много, их воруют. Разные есть ситуации. Дороги во Вроцлаве конкретно, именно в его старой части не очень. Брусчатка. Дороги, да, брусчатка. Брусчатка это разваливается иногда. Заделывают ее здесь асфальтом, получается какая-то мешанина из брусчатки, асфальта, ям. Брусчатка это неровная, в дождь скользкая, зимой так и тем более очень стрёмно, неудобно. Также дороги здесь в городе в самом узкие, места мало, в основном однополосное движение, мало места для парковок, мало места, где вообще поставить машину. Где есть парковки, они в основном платные, и еще на этих платных парковках иногда и не найти место, приходится ставить очень далеко машину, приходилось, часто ничего не приходится ставить, приехал на трамвае. Туда, нет машины, нужно. Нет проблем. Нет машины, нет проблем. Однако дороги между городами, трассы и новые дороги, объездные дороги очень хорошего качества, современные асфальты, современный асфальт, широкие полосы, двухполосные, отделены дороги от встречного движения тоже широким куском земли, кстати, отбойниками.
Это очень важная очень вещь. хорошо развита. Очень важная вещь для меня. Да, трассы очень хорошо развиты, есть Более заправки безопасно. часто, есть места, где можно отдохнуть, поесть. Трассы очень хорошие. Кстати, знаешь, что я вспомнила? Да. Извини, пожалуйста. Да. Туалеты на заправках. Они все офигенно чистые. Реально. Чистые, ухоженные. Ну, это просто вау. Да, в целом, если уже про туалеты, то Да, здесь туалеты. это одна из немногих вещей, которая меня сильно удивила, поскольку здесь в какой туалет не зайди, в торговом центре или на заправке, на трассе, или в центре города, или где-либо еще, там всегда есть теплая вода, и всегда Ну, есть... не всегда, но чаще всего Почти есть я вода пока везде, тёплая. где я был, я везде видел теплую воду, видел туалетную бумагу и видел бумагу видел умывальник с теплой водой, да, и бумагу, чтобы вытереть руки. И всегда туалеты были чистые, нигде не было вони, Да. они всегда убираются. Много где бесплатные, да, есть и платные, но много где были бесплатные. По менталитету поляки, я думаю, они, конечно же, отличаются от нас, от белорусов, но мы с ними и схожи в чем-то тоже. И в целом здесь люди очень даже хорошие, добрые, отзывчивые. Всегда помогают. По крайней мере, я вот обращалась, да, когда там на улице, там, или где-то еще там в медцентре, то хоть у меня и не самый отличный польский, все равно меня прям слушали и мне помогали. Но это очень классно. Здесь на самом деле очень приятные люди. Я хочу добавить, что пока не возникало никаких трудностей с поляками, особенно вот в первые дни, когда нужно было решать много вопросов организационных, легализовываться, получать номер, личный номер, Песель. номер песель, получать в банке, открывать счет, карточку, открывать ИП, регистрироваться и прочее, даже с нулевыми знаниями, но спасибо развитости нашего мира, с помощью переводчика на телефоне очень удобно и быстро получилось коммуницировать с людьми. Язык. Польский язык в целом схож очень с белорусским, с русским где-то, но, конечно же, не всегда. В целом, не уча язык, можно плюс-минус понимать и даже немножко отвечать. Но, конечно же, для меня все равно это сложный язык. И что еще сказать можно? Но для кого-то он легкий очень и дается просто вот прям как для Юры. Ну, в целом, язык очень похож на русский, белорусский, украинский, Ну да. поскольку относится к славянской группе языков. Славянский, да, приятно. В нем такая же структура формирования предложений, тоже в словах есть окончания, есть падежи, есть прошедшее, настоящее, будущее время, и конструктивно он такой же, как язык, к которому мы уже привыкли, чего не скажешь про английский, он относится к другой группе, у него другая структура про построение предложений. Слова в польском многие тоже похожи, что тоже упрощает его изучение, однако также есть слова, которые не похожи, в нем другой алфавит, в нем есть свои буквы с хвостиками, с черточками, с точечками. В целом язык можно выучить за год до приемлемого уровня. Для меня это уровень, когда я могу понять, что мне говорят, ответить, допустим, позвонить по телефону, решить какой-то вопрос, заказать там доставку, забронировать столик, еще что-то в таком роде. Да, я думаю, что за год можно поднять этот уровень. За полгода, я думаю, даже можно, в принципе, выучить польский до уровня Б. Точно. Главное желание, в принципе, как и везде. Да. Медицина. Все по классике. Здесь есть частное и есть государственное. Все как, в принципе, везде. Что касается государственной медицины, мы с Юрой особо с ней не сталкивались, да, Юра? Да. Правда? Да. Но мы, в принципе, знаем, что здесь все равно очень большое ожидание. Вот, там 3, 6, 9 месяцев, поэтому, ну, это очень все долго здесь. Бесплатной медициной вы можете
записаться к терапевту, здесь называется интерниста или лекарь родины, Да. а уже после этого записаться к узкому специалисту. То есть, если у вас что-то заболело, вы сначала идете к терапевту, он выдает вам направление, и затем вы заходите на сайт И затем вы ждете миллион лет. заходите на сайт или в приложение, ищете этого врача, ищете, через какой миллион лет у него есть свободные окошки на запись, записываетесь, и потом приходите в место, где он принимает, и получаете медицинскую помощь, которая вам нужна. Такие долгие ожидания, непонятно с чем связаны, но сегодня я услышал одно мнение, что связано это с тем, что поляки планируют свою жизнь на долгие месяцы вперед. Например, вот заболел у поляка зуб, он подождал полгода, записался к врачу, подождал полгода, сходил к врачу, полечил зуб, и затем записался на полгода вперед опять. То есть он уже планирует, что у него заболит зуб снова. Если даже не заболит, он просто проконсультируется, а потом запишется снова. И так к остальным специалистам тоже запись на месяц вперед, поэтому иногда так сложно получить помощь государственную в медицине. Да, интересно, кстати. Что касается частной медицины, у нас есть, получается, от юрной работы страховка ПЗТУ, и по ней можно записаться к врачу на консультацию, на УЗИ, на анализы и так далее. Есть для этого сайт специальный, приложение, и там все вот это можно сам, получается, накликать, нащелкать и записаться. По страховке запись гораздо быстрее Да. к узким специалистам, и можно сразу записаться к ним напрямую, не обязательно идти к терапевту. Но на УЗИ, на анализы необходимо направление. Кстати, еще такая вещь есть классная, что здесь по вот этой страховке в этом приложении можно записаться на консультацию типа по чату. И на самом деле для меня это очень удобная вещь, из-за того, что я прям не супер говорю по-польски, а там ты все там, что у тебя болит, ты написал с переводчиком, все это отправил, и там уже врач, он потом дал уже нужное тебе направление на обследование. Ну, это очень технологично, правда? Чат с врачом есть. Да, это прям классный плюс. Есть еще такая обычная уже частная медицина, то есть, ну, это уже не страховка, не комплекс. Там можно, конечно же, записаться прям на следующий день, но стоимость одной консультации где-то злотых 200. Это на самом деле дорого очень, ну, конкретно для нас, для белорусов. Это получается где-то $50. Просто консультация без анализов, без УЗИ и без доп, ну, еще обследований. Да, но запись на нее на следующий день. Ну да, очень быстро. Например, к лору по бесплатной можно записаться, по государственной медицине можно записаться через 4 месяца, в частной по подписке можно записаться через 2. Нет, ну, не, индивидуально подожди. к врачу можно на завтра. В частной, я думаю, можно и через 2-3 недели Ну, это как повезет. подписки. В целом, если не болеете, то можно и Ну, записаться конечно, на да, бесплатную, самый либо идеальный срочно ходить сразу в частную. Мгм. А если собираетесь обследоваться или хотите, или наоборот, у вас есть проблемы, вы знаете, что надо часто посещать, то лучше купить подписку на медицинский сервис, Страховку, и Люксмед, ходить по ним. ПЗТУ и там еще есть Медикавер. Медикавер, да. Также еще в Польше по медицине в аптеке нельзя купить что-то специфическое без рецепта. То есть без рецепта можно купить только простые вещи. Это бинты, пластыри, презервативы, сиропчик от кашля, таблеточки от горла или спрей для носа. Да. И все. Антибиотики и прочие более. крутые вещи можно купить только по рецепту. А чтобы рецепт получить, надо сходить к врачу, который выпишет рецепт для всего. Да.
за 200 злотых идешь, и потом там Ну, либо говорят, же, вот вам рецепт на, не знаю, ну, на что-то более такое. либо же, да, можно и к государственному терапевту, это интернист или лекарь родинный, Ну к да, ним тоже очередей быстро. нет, к ним, да, можно записаться на неделе и получить рецепт на то, что вам нужно. Мгм. Также есть еще и электронные рецепты. Мы пока тоже ими не успели воспользоваться, но я слышал, что есть такая возможность. Электронно вам могут выписать рецепт, а с ним вы можете пойти в аптеку и купить все, что вам нужно. Развитые технологии. Здесь есть прям очень много классных приложений. Знаный лекарь есть для того, чтобы записаться к врачу. Есть Ягдаяты, оплата транспорта, и есть еще очень много, да, всяких таких классных приложений. Да, приложение есть почти для всего. У любого магазина, у любого бренда есть свое приложение со скидками. Это тоже очень удобно. У любого продовольственной сети есть тоже приложение, дисконтные карточки, скидки. И это классно, что можно платить за тот же самый товар меньшую сумму, всего лишь скачав какое-нибудь Мгм. приложение или открыв сайт и сосканив этот QR-код. Приложение позволяет платить меньше за тот же товар, что очень приятно. Самый показательный пример у меня, это я решил купить кроссовки New Balance, они стоили 500 злотых. И скачав приложение, на первую покупку у меня была скидка 100 злотых. То есть я сэкономил почти 25 долларов только потому, что я постоял 5 минут возле кассира, скачал приложение бесплатное, показал ему QR-код, получил скидку. Это было очень приятно, и это не единожды так было у нас. В целом, Польша очень круто цифровизирована. Также интернет-ресурсы, интернет-сайты и приложения есть и у госуслуг. Например, есть такая вещь, как цифровая подпись. Ее достаточно зарегистрировать, она привязывается к банковскому счету. И потом любые документы, которые нужно отправить куда-то в учреждения государственные, их можно подписать электронной цифровой подписью и отправить удаленно из дома по электронной почте. Любые какие-то формы, заявления, анкеты, это все можно скачать с сайта, в котором все доступно, расписано, как и что, и даже как заполнить. Многие документы имеют редактируемый PDF, который можно сразу же, скачав на компьютере, заполнить, подписать электронной подписью и отправить. Это меня очень радует. В Польше я открыл свой ИП. Это я сделал тоже удаленно, через сайт, заполнив все данные, отправив фотографиями все необходимые мне документы, подписал их тоже электронной подписью. Также я плачу налоги, также удаленно, сам считаю свою бухгалтерию, сам все документы необходимые отправляю, получаю также необходимые документы тоже удаленно. Это очень-очень удобно, классно, круто, развито, современно. Огромный плюс Польши в этом плане. Что еще касается медицины, здесь есть такая огромная особенность скорой помощи. Здесь в Польше ее лучше так просто не вызывать. Ее здесь только вызывают в самых таких крайних случаях. Да, ты уже, не знаю, там умираешь без сознания или еще что-то страшное, не дай бог. Здесь заложенный вызов скорой, есть штраф где-то 500 до 1500 злотых штраф. Поэтому тут думайте, пожалуйста, вам прям сильно плохо или нет. Скорую необходимо вызывать, когда у вас нет возможности самому добраться до медицинского учреждения. Ну и в самых таких самых крайних страшных случаях. крайних Да. случаях. Если же вы, допустим, сломали руку или ногу, или у вас что-то там болит, и вы сами в состоянии добраться до медицинского учреждения, значит, нужно добираться. Значит, вам еще не Значит, так вам не плохо, так плохо, чтобы что вызывать вы еще скорую. не умираете. Поэтому да. Это, конечно, особенность Польши. На самом деле, мне кажется, что мне чуть страшно здесь вот это все, не знаю, с вот этим всем сталкиваться. И дай бог просто не
не сталкиваться с этим и быть здоровым. Это, конечно, самый такой идеальный вариант. Да, то есть добраться вы можете там на своей машине, или же на такси, или же на общественном транспорте. Лучше, конечно, на такси, если вам нужно срочно. Еще в этот же вопрос, если вам плохо и вас решил кто-то доставить на автомобиле, то по закону, по правилам он имеет право нарушать правила дорожного движения, в частности скоростной режим. Если его остановит полиция или же камера, или же что-то еще, и он сможет доказать, что он вез человека в медицинское учреждение срочно, то он будет оправдан. Классно. Да, то есть самому как скорая можно ехать, если везешь в больничку. Что у нас еще есть? Надо Дальше, сказать. дальше, раз мы уже говорили немножко про штрафы, если же вы не везете человека в медицинское учреждение или у вас нет причины торопиться, то за нарушение скоростного режима здесь предусмотрены очень большие штрафы, гораздо больше, чем в Беларуси, но меньше, чем, допустим, в Швейцарии или же в других каких-то странах, хотя в целом тоже достаточно высокие. Штрафы начинаются от 500 злотых, это $120 примерно. Вот. Я однажды нарушил скоростной режим, получил штраф 1500 злотых, это 300 с лишним долларов. Было не очень приятно. Ну что поделать, жизнь очень дорого. Также в Польше еще есть тайная полиция. Это машины без опознавательных знаков, не без мигалок, без раскраски. В основном это новые тройки BMW серого цвета, еще есть Hyundai и Opel, небольшие мощные автомобили, чтобы вас догнать в случае чего. Вот. Они вас догоняют, пристраиваются к вам сзади, а затем фиксируют ваши нарушения на радар или на камеру, включают мигалки и приказывают вам остановиться. Вы останавливаетесь, выходит пан полицай и выписывает вам огромный штраф. Поэтому не гоняйте. В Польше это очень дорого, а еще и если вы думаете, что вы не гоняете, потому что рядом нет полиции, то вы можете ошибаться, потому что полицию не так-то просто здесь обнаружить, бывает. Тоже касается и переходов в неустановленных местах, переходов на красный и так далее. Посмотрев по сторонам и поняв, что нет машин обозначенных, можете не увидеть машины не обозначенные. Я тоже видел, как людей, перешедших дорогу в неположенном месте, либо на красный свет, подъезжала машина без опознательных знаков, включала мигалки и штрафовала. Еще я хотел добавить про автомобили в целом. В Польше и во Вроцлаве, в частности, и Польше в целом, автомобилей очень много. Автомобили здесь дешевле, особенно старые. Они здесь в лучшем состоянии, нежели в Беларуси, при этом дешевле. Поэтому здесь могут позволить себе многие люди, поэтому их здесь очень много. Пусть вас не соблазняют, как соблазнили меня, низкие цены на старые автомобили. Здесь очень высокая стоимость труда, соответственно, и очень дорогой ремонт. Здесь есть доступность высокая запчастей, можно их очень легко заказать на том же Allegro. Дешевых различных. Есть и возможность взять оригинал, потому что рядом Германия. На немецкие автомобили, да, можно взять. Легко найти в хорошем состоянии машины и хорошие запчасти, но ремонт дорогой. А я решил поменять прокладку масляного фильтра, она стоила $2, а заменная ее стоила $120. Ну и так, да, обычно у меня заезд на сервис меньше $100 не выезжал я. Больше выезжал, меньше никогда. Поэтому, да, старые автомобили здесь дорого чинить. Еще, что хотелось добавить, это дорогая страховка, обязательная на автомобиле. Она здесь тоже стоит 100-200, даже нет, не 100. Я думаю, от 200 евро, 200-300 евро в год на автомобиль стоит страховка, в зависимости от автомобиля, от вашего стажа вождения, количества ДТП и так далее. Ее нельзя ни в коем случае просрочить. Штрафы просто за один день просрочки там 500 злотых, за 2 там 1500, и дальше там счет до 5000 злотых доходит, это больше $1000 за считанные дни просрочки. То есть комфорт от автомобиля здесь очень сильно нивелируется, поскольку здесь дорогая страховка, здесь
платная парковка везде практически. Здесь очень много машин, здесь сложность с поиском парковки, даже платной. Здесь постоянные пробки, особенно днем. Здесь узкие улицы, Ну, во очень мало Вроцлаве. места, да. Конкретно во Вроцлаве, Едешь что медленно, едешь, да. Здесь дорогой бензин. На сегодняшний день 95-й стоит 6,5 злотых. Это примерно 1,7 доллара, мне кажется, 1,6, где-то 1,7 доллара. И да, получается, что комфорт от автомобиля тут очень сильно снижается. При этом тут круто развит транспорт общественный. А повторюсь, опять же, трамвай отдельная линия, и на трамвае нередко доезжаешь быстрее, чем на машине, потому что стоишь в машине в пробке. Так, сейчас обсудим особенности Польши. Я бы не сказала бы, что это прям минусы, потому что в этом всем есть и плюсы. Самая такая особенность первая, это то, что здесь не работают магазины по воскресеньям. Ни продуктовые, ни торговые центры. А чего это не минус, а, скажем так, особенность? Минус, я думаю, что это, там, не знаю, допустим, для нас, кто из стран СНГ, да, там из Белоруссии. В воскресенье работают обычно жабки, такие маленькие магазинчики, там есть все, в принципе, в целом такое необходимое, там есть и фрукты, там есть и сэндвичи, там есть масло, молоко, снеки, алкоголь, там есть все. В принципе, в воскресенье можно просто ходить в жабку. Ну и мы, я думаю, уже, в принципе, за год к вот этому привыкли, да, что здесь не работает магазин. Поэтому мы жизнь так свою планируем, чтобы у нас была всегда еда в воскресенье. И в воскресенье работают все АЗСки, есть доставки, но я думаю, что, наверное, не работают, да, именно продуктов доставки. Продуктов не работает. Да, но есть типа там с этих кафе, с ресторанов, открытые кафе, опять же, Макдональдс, и вот это все, в принципе, работает, поэтому, ну, это прям не сильный минус. И еще плюс в том, что это прям вот такой день выходной, ты в этот день можешь погулять в парке со своей семьей, я не знаю, сходить в костел, в церковь. Ну, это, в принципе, день прям семейный. В целом, сеть жабок это очень классная штука в Польше. Помимо плюса, что они работают по воскресеньям и в праздничные дни, в этом магазинчике есть все необходимое по чуть-чуть. Также там есть возможность купить себе хот-дог или же какой-то кофе там тоже есть. Хот-дог, кофе, да, это теплый, либо же сэндвич можно взять, либо же там бургер и разогреть его дома. Также можно купить по минимуму там овощей, фруктов, мяса, мороженое, крупы, Ну, там алкоголь, есть, я уже вода. говорила. Минусом его является, что там, конечно же, есть Цены своя выше. наценка, да. Ну, еще здесь необходимо еще добавить о том, что здесь есть в Польше торговое воскресенье, и в это воскресенье все, конечно же, работает. Все центры торговые, все магазины, вот. И, кстати, у нас сегодня воскресенье, сегодня оно торговое, да? Сегодня, да, повезло. Совпадение. В целом, воскресенье в Польше считается днем семьи. Это минусы для тех, кто не работает продавцами, да, плюсы тех, кто продавцами работает, они могут отдохнуть в воскресенье, погулять. В целом в городе тихо, спокойно, люди гуляют в парках, люди гуляют в центре, на набережной, люди отдыхают, кафе и рестораны открыты. В целом это день, когда можно спокойно, тихо отдохнуть, погулять. А еще, кстати, по особенностям, я думаю, что это у нас услуги, сервис, бьюти, вся вот эта сфера, потому что, ну, она для многих белорусок, украинок, она здесь как будто бы плохая кажется, но мне кажется, что здесь просто в Польше меньше внимания, скажем так, уделяют на вот все вот эти штучки, поэтому
это их особенности, это тоже нормально, но сейчас здесь очень много украинцев, белорусов, поэтому ты здесь сможешь отыскать необходимую услугу, да, прям как дома. Это удобно. Минусом является, конечно же, цены на эти услуги. Обусловлено это просто тем, что тут выше. цена на труд выше, Да. цены на услуги также выше. Например, в Беларуси я мог постричься за 10 рублей, сейчас я стригусь не менее чем за 40. Это самое дешевое. Да, тут тоже есть барбершопы, и тоже в том же Бресте барбершоп тоже стоит сходить не менее 40 рублей. Здесь где-то будет 50 рублей. Поэтому, да, цены на любой вкус. Еще плюс, думаю, то, что Польша, она близка к Беларуси. Я езжу в Беларусь, там, ортодонту, еще там по всяким своим личным вопросам, поэтому Польша для меня прям отлична тем, что она близка к Беларуси и по расстоянию, и ментально. Я думаю, что она прям самая нам, наверное, близкая страна. Да. Ну, одна из самых, по крайней мере, точно. Соседи, все дела. Также в Польше есть возможность бесплатного обучения в полициальных школах для иностранцев. Обучение от года до 2. Можно учиться по вечерам, либо же в группе выходного дня, получить какую-то дополнительную специализацию. Плюсом обучения является то, что еще это является и причиной для легализации, для получения вида на жительство, а также по окончанию полициальной школы вы получаете сертификат государственного уровня, подтверждающий то, что вы знаете польский язык на уровне B1. Сертификат уровня B1 дает вам возможность легализации дальнейшей для получения постоянного вида на жительство либо гражданства. Минусы. Сейчас здесь будет 3 таких конкретных минуса, прям очень серьезных. Первый – это запрет абортов. Я думаю, что для многих эта тема важная очень, и она тема больная. И на самом деле, да, он даже не укладывается просто, в головы, да, типа, как вот это все вот так у них, почему. Но я думаю, что, может быть, все-таки Польша в этом плане сдвинется и станет более, не знаю, европейской страной. Было бы очень здорово. Второй минус – экология. Что конкретно? Загрязненный воздух. Особенно город Вроцлав. Мы здесь с этим столкнулись прошлой зимой. У меня нос постоянно был заложенный, у меня были отиты, проблемы. И, кстати, у меня до сих пор есть, конечно, нюансы со здоровьем, с носом моим, с лор-органами. И это все появилось именно вот здесь, именно зимой. Да, воздух очень здесь плохой. И не только потому, что тут топят углем. В принципе, в городе, если вы живете в хорошем районе, то здесь углем не топят, потому что здесь новая инфраструктура, новые дома и центральное отопление. А еще есть проблема заводов, поскольку здесь низкие штрафы и низкая ответственность за превышение количества выбросов этих самых заводов, они этим пользуются и выбрасывают только в путь различные вредные частицы, которые даже не ощущаются нашим носом, не ощущаются на запах, но при этом накапливаются в нашем организме, и со временем мы можем на пару лет меньше прожить, или заболеть, или прочее, и виноват в этом будет как раз-таки воздух, в котором были эти частицы. Поэтому, да, воздух здесь не очень. И еще один минус, я думаю, один из самых основных, это долгий срок ожидания документов, легализации. Я думаю, что нам про это Юра лучше расскажет. Мы сейчас в СЛОП ждем уже 8 месяцев, и пока ни привета, ничего нету. Нет никакого сдвига особого. Ну, конечно, здесь еще тоже необходимо еще добавить, что мы в городе Вроцлаве. Это самый неудачный город для того, чтобы здесь подаваться на ВНЖ, поэтому лучше не делайте этого. Едьте жить в маленькие города, Варшаву, не маленькие знаю. города. Нет, и в маленькие, и вот
Варшаву. Да, едьте жить, короче, в маленькие города. Там, я думаю, все будет с этим лучше. Ну, или Варшаву. Не маленький город, но там вроде бы все как лучше. Просто не едьте жить в Дальношленское воеводство и Поморское воеводство. Они являются аутсайдерами по скорости выдачи ВНЖ, а вот как раз таки Мазовецкое воеводство, где Варшава, оно является лидером. В целом тут нечего добавить, просто подался и жди, и ничего с этим сделать не можешь. Плюсом только является то, что пока ты ждешь, и у тебя закончилась виза, но ты уже подался, ты можешь в это время легально находиться в Польше и находиться до тех пор, пока не будет вынесено решение о легализации, о выдаче, либо об отказе легализации. В конце хотелось бы добавить, что с началом всех нехороших событий Польша проявила себя с хорошей стороны. Она выпустила программу Poland Business Harbor, о которой вы наверняка слышали, о выдаче виз высококвалифицированным специалистам, и благодаря этой программе я смог получить эту визу, и Аня, и мы смогли переехать в Польшу. Здесь я смог на основании этой визы открыть ИП, работать и также легализовываться, что очень даже приятно, удобно. Также здесь произошел фильтр комьюнити для меня, в том плане, что люди, которые сюда переехали, в том числе, они тоже уже чего-то добились в жизни, они тоже справляются с трудностями. Как известно, что не убивает, делает нас сильнее. В целом, любой белорус, которого здесь можно встретить, который уже здесь переехал, это уже априори человек, который прошел какие-то трудности, значит, стал сильнее. И эти люди теперь ближе мне по духу, потому что у нас есть общая трудность, это легализация, это иммиграция, и с ними больше общих тем, что обсудить. Также это люди наверняка сильные духом, сильные характером, которые смогли это сделать, решиться на иммиграцию и продолжают здесь жить, выживать, находят новые какие-то возможности, пути. И это является для меня определенным фильтром, в том плане, что здесь каждый белорус, который я встречал, это абсолютно уникальные, интересные люди, с которыми интересно общаться. И это очень классно. Это меня радует. Ну и под конец хочется добавить, что здесь одновременно чувствуешь и стресс, и спокойствие, просто в разных вещах. Стресс, в принципе, был в самом начале, и постепенно он уходит, в том плане, что ты здесь все новое для тебя, все непонятное, непонятный язык, непонятно, что будет дальше, непонятно, дадут ли тебе ВНЖ или нет, или выкинут тебя из страны уже завтра. Еще и не дали. Еще и не дали, да, и ты постоянно находишься в таком легком фоновом стрессе, что не знаешь, что будет завтра, не знаешь, что тебе планировать или нет. Да, учитывая, что поляки все любят спланировать, ты как раз-таки не можешь тут ничего спланировать, что спланируешь, а дальше все могут свои планы пойти в мусорку, потому что у тебя жизнь может кардинально измениться. С другой стороны, здесь есть спокойствие в том плане, что тут все выглядит, если отбросить вот этот стресс, что я сказал, выглядит все как-то стабильнее, более радужнее, что ли, развитие и жизнь как-то перспективно. И когда проходит стресс общий, фоновый, понимаешь, что здесь в целом достаточно комфортно, удобно, хорошо жить. Вот и все, ребята. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите, пожалуйста, комментарии, с чем вы согласны, с чем нет. Ставьте палец на это видео, лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Аня и Юра. До новых встреч. Пока-пока. Все, норм.